Ежегодную конференцию по безопасности, традиционно принимаемую немецким Мюнхеном, на этот раз не посетил ни лидер России, ни глава США. Последнего заменял вице-президент Майк Пенс, попытавшийся убедить собравшихся, что Америка стронг. Вышло не очень. Минуло 12 с хвостиком с февральского дня, когда Владимир Путин произнес ставшую знаменитой мюнхенскую речь. Ее называют точкой отчета для новой холодной войны между Россией и Западом. Спустя 1,5 года произошла Олимпийская война, закончившаяся приведением в чувство накачанной американским оружием Грузии. И далее по нарастающей к сегодняшнему дню. Теперь, спустя 12 лет, можно подвести некоторые итоги. Итог первый и главный. Однополярный мир разрушен. Прилетевший из Вашингтона заместитель президента США, конечно, надувал щеки, но выдвигаемые им требования касаются не России, а европейских вассалов Америки. Да и те реагировали на заявление Пенса без энтузиазма. Вот что написал по этому поводу мой коллега и друг Иван Данилов. По большому счету, на Мюнхенской трибуне миру была явлена совсем другая Америка, к новому имиджу которой еще мало кто привык. Это был образ очень обиженного на всех мирового гегемона, который испытывает душевные страдания от того, что его желания уже не выполняются как раньше. Пенс предъявил Германии, в частности, и Евросоюзу в целом довольно большой список обид, которые вызывают раздражение в Вашингтоне. Вице-президент США раскритиковал «Северный поток-2» и фактически обвинил Германию в том, что через поддержку этого проекта Берлин содействует усилению зависимости Евросоюза от России. «Мы не можем обеспечить защиту Запада, если наши союзники зависят от Востока», — сказал он. Евросоюзу было предъявлено требование немедленно отказаться от попыток обойти американские санкции против Ирана и, возможно, присоединиться к ним. То, что Пенс не пожелал говорить о сотрудничестве, а требовал подчинения, заметили даже американские СМИ. «Нью-Йорк Таймс» написала, что вице-президент США сосредоточился на списке требований к американским союзникам. Как именно эти самые союзники восприняли брошенную Пенсом предъяву, ярко демонстрирует заголовок в немецком журнале «Шпигель». «Америка не лидирует, она сдает позиции», пишет издание в ответ на слова Пенса о том, что США превратились в лидера свободного мира. Если перевести с политкорректного на русский, то немецкие журналисты фактически объявили короля демократии голым. Подливала масло в огонь припекающий фанатам тезиса «Америка всех сильней» и российская делегация. Вот что сказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Запад с его самомнением, самовозвеличиванием, верой в безошибочность собственных подходов к цивилизации, мировому развитию, ценностям должен подумать. Если вы так дорожите своим мироустройством, можете ли вы повышать риски своего существования ради погони за эфемерным установлением общего, единого, прости господи, нового порядка для остального мира? Звучит издевательски, что по форме, что по содержанию. Собственно, наша делегация во главе с Сергеем Лавровым только и занималась в Мюнхене тем, что шатала евроатлантическое единство. Например, министр иностранных дел России ехидно указал на двойственность поведения представителей стран ЕС. Публично они клеймят Москву, а при личных контактах ноют о том, что нужна нормализация отношений с Россией. Видимо, пока этого не произошло, им как-то приходится руководствоваться этой круговой порукой и следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением агрессивного русофобского меньшинства. Но мы терпеливо разъясняем нашу готовность возобновлять отношения на равноправной основе в той степени и с такой скоростью, в которой будет удобно нашим партнерам. То есть, говоря о втором итоге холодной войны 2.0, его можно сформулировать так. Устойчивого суверенитета США над Евросоюзом больше нет. Сергей Лавров использовал для описания ситуации строительные термины. Общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт. Задачи стоят действительно масштабные. Эффективно решить их можно лишь сообща, на универсальной основе. Выслушавшие эти слова участники конференции разразились бурными аплодисментами. Больше они аплодировали только Ангеле Меркель, а Майку Пенсу не аплодировали вовсе. Я благодарю вас за внимание и готов ответить на ваши вопросы. Напоследок скажу еще о третьем итоге холодной войны 2.0. Он заключается в том, что удушить Россию пресловутой изоляцией не вышло. Более того, как признался тот же Лавров уже перед отлетом в Москву, отечественным дипломатам моток изоляции не помешал бы.
Мы бы даже хотели немного видеть изоляцию, потому что переговоры были бесперебойными. Больше 2 десятков встреч. Вся наша делегация спины не разгибала. Что такое 12 лет в масштабе истории? Ерунда. Развалить за такой короткий срок все то, что США понастроили за десятилетия с момента создания НАТО и до пика своего могущества в начале 21 века, это уметь надо. Осталось прожить еще 12 лет и сравнить сделанный к тому моменту капитальный ремонт мироустройства с ситуацией на день сегодняшний. У вас есть прогнозы насчет того, чего наша страна добьется к февралю 2031?